Здравствуйте. Вот хочу заточить вот такой ножик. Советский еще. Он с рыбками. И вот у меня обычные брусочки. Вот они разной зернистости. Да, в обычном магазине покупал. Там зернистость не указывается, просто на ощупь. Тут вот помельче зерно. Тут вот тоже еще мельче. Тут покрупнее. Тут еще мельче. Вот такой вот брусочек есть. Двусторонний. На одном совсем мелко, на втором крупно. Но это не профессиональные бруски, обычные. Просто заточить ножик. На брусках разной зернистости. Просто что под рукой, что продается в магазинах. Вот сейчас я их возьму, эти брусочки, и замочу водичкой, чтобы они лучше точили. Проверим остроту. Не режет вообще. Только рвет. Вот. Начинаем. Вот грубое зерно. Кладем его на мокрую тряпочку. Тряпочку намочил, чуть-чуть отжал. И она теперь двигаться не будет. Вот. Берем еще капельку вот жидкого мыла. Вот. Губочкой сейчас размажем мыло. И оно по мылу будет лучше сниматься. И получаться гладенько. Вот, намазали. Можно с водичкой, можно без мыла, но с мылом лучше. И начинаем. Берем примерно уголок. Вот. Ну, градусов, наверное, 30 есть я примерно. И начинаем вот такие движения. То есть от себя я давлю, а обратно веду, то есть холостым ходом не давлю. И вот такие движения. И начинаю формировать кромочку. То есть вот по всей длине ножа. Носик я вот так вот буду. То есть вот как бы нажала и вот сюда. И вот такими движениями, обратно поступательными. С носика лучше начинать, то есть раз носик. Вот такими движениями пошел. Здесь поточили, здесь. То есть получается, мы как будто хотим, вот это как будто представим, что деревянная дощечка, и мы ее хотим сострогать. И то есть строгаем туда, то есть жало у нас вот ножа, режущая кромка, и мы стараемся как бы сострогать древесину вот такими движениями. То есть одну сторону, то есть туда давим, обратно гладенько, туда давим, обратно холостым ходом. И примерно стараемся удержать угол, то есть ножик вот так вот мы не делаем, туда-сюда, чтобы он ходил. Примерно вот взяли одну сторону и поехали. Стараемся выдерживать угол, не менять. И по всей длине камня. Чтобы камень тоже стачивался равномерно. Потому что если на одном месте все время вот здесь в серединке делать, он будет потом вот такой полукруглый. Потом надо будет камень выравнивать. Ну вот, получается. Вот видите, формируется кромочка. Немножко даже цепляю. Ну, теперь переходим на другую сторону. Переворачиваем и в другую руку. И те же самые операции. Начинаем. Я стараюсь от самого начала брусочка до конца работать. Вот сначала носик, потом серединку и до конца идем. И держим угол. Проще вот сюда передвинуть мне. Формируем кромочку.
Такие же движения, обратно поступательные. Вот себя давлю сильнее, обратно холостым мягеньким ходом. Как будто хочу сострогать деревянный брусочек, стружку снять. И держу уголок. Сейчас опять заусенчик мы поправили. То есть он перешел на эту сторону. Сейчас ножик переворачиваем опять в исходную. И здесь начинаем точить. Брусочек можно сюда. И поехали. Сейчас еще перевернем опять. Все, сейчас начнем на мелком. Тряпочку специально, чтобы брусочек не катался по деревяшке. Намочил ее обычную тряпку. Ну вот, прошлись. Я уж много, наверное, прошелся. Ну, я уж так, чтобы тщательно было. Ножик тупой был. Ну вот. Сейчас мы его сотрем стружку. У нас вот получилась грубая заточка. Ну, подвод хороший получился. Какой крупный. Вон. О. Сейчас переходим на другую сторону брусочка. Тут, значит, зернышко очень такое... Лучше, наверное, вот этот взял. Тут сильно гладкое. Это уже в самом конце лучше. Вот. Возьмем вот этот. Он более погрубей, чем вот это финишное. Вот его и возьмем. Ну вот, ставим. Та же самая процедура. Берем мыльца. Да вот буквально 2-3 капельки. Даже много взял. Там бруски, правда, мыть от этого мыла, ну ладно. Я вот, чтобы хорошо получилось, смазали и поехали. И опять обратно поступательными движениями. Как будто хотим сострогать стружку. Носик можно маленько покруче делать угол. А потом немножко ножик можно опускать. И идем. Ну, видите, даже пена сострагивается. Так. Точили мы в эту сторону, теперь переворачиваем. И та же процедура с другой стороны. Видите, камень не двигается. Двигается даже деревяшка по полиэтилену. Камень прочно стоит на мокром. Вот, точим носик. Видите, какая стружка образуется? Вот она. Ее можно убрать. Раз, сполоснули. Весь абразив убрали, чтобы он не мешался. Опять камень чистенький. Опять наносим. Размажем.
Можно сразу сделать даже мыльный раствор. Сразу мыльный раствор кисточкой раз. И с этой стороны. Носик. Ну, поехали. Вот такими движениями. Можно по всей длине лезвия. Такими размашистыми. Но у меня ножик длинный. Получается, что вот такими частями. Вот часть, на две части делю. А то и на 3. Еще носик же. Все, вон брусочек, посмотрите вон. Вон как. Сколько стружки. Теперь берем наш вот этот брусочек, мелкую сторону. Вся та же самая процедура. Давайте намочим еще маленько. Да он мокрый. Ложим. И начинаем процедуру с носика. И ножик, видите, у меня филейный, тоненький. Его сложно еще удержать. Ну, как бы вот филе режет прям вот как надо. Ребра там. Он еще немножко играет, так что тут сложнее его удержать. Он туда-сюда изгибается. И начинаем. Не хватает всей длины ножа, чтобы вот как бы одним ходом пройти. Мне бы вот такой камень. Тогда бы я раз одним ходом. Так, раз одним ходом. Получается, на 2 раза делю. Потом вторую часть. Сейчас мы по всей пройдем. Так, в сторону прошли, камешек сполоснем. Ведерки. В ведре уже вода черная. Можно тряпочкой протирать. Мне проще сделать так. Кладем его сюда. Вот камешек чистый. Берем мыльце. Вот, по всей поверхности прошли. Так. И берем, то есть с этой стороны точили, ножик переворачиваем. И с этой стороны начинаем угол держать с носика. И поехали. Может, еще изгибается. Но я стараюсь держать. Прям надо сидеть и руку набивать. И тогда они только будут, эти ножики, отлетать. Буквально таким раза 3 в неделю заняться, и потом оно только будет как горячие пирожки. Так, если там раз в месяц за это возьмешься, или там раз в 3 месяца, конечно, это как по новой процедура. Это регулярно надо, тренировка. Вот. С этой стороны.
У меня просто доска широкая, была бы узенькая. Я бы камень туда-сюда не двигал. Это мне под руку, чтобы сейчас вот... Я вот с этой стороны делал сейчас. Ножик переворачиваю. С другой стороны, потому что заусенец то сюда двигается. И с этой стороны. Как бы я всем ходом, камень грубый был длинный, я бы всем ходом сейчас прошел, так приходится делить на 2. Перевернем еще разок. Вон, видите, как надпись плавно сточилась. То есть я по всему камню работаю. Ну вот, сейчас проверим, что получилось. Вот видите, камешек как. Была надпись, стала вон четко прошелся. Вот у меня, значит, такая вот ровный брусочек, выпилил я. Проклеил кожу от старого сапога. И вот сейчас полирнем ножик. То есть в обратном направлении от лезвия мы начинаем делать вот такие движения. Потому что если я начну как вот на бруске точить, я всю кожу изорву. Поэтому в обратном направлении. Убираем рисочки. Сейчас посмотрим, что получилось. Вполне сносно. Видите, как режет. Еще подрывает, правда, но уже режет. Ну, еще надо полировать. Такими движениями. Раз, и по всей стараемся длине. Если бы он не гнулся, то процедура бы была бы намного проще. То есть, вот раз. Вот так вот стараюсь, как ювелир. Ну, так, полируется, полируется. Давайте еще листочек возьмем, посмотрим. Если вот сейчас взять 1000-ную или 1500-ную наждачку и на ней поточить его, листочек будет только отлетать. Ну, более сносно режет. Мясо, конечно, будет резать только на ура. Ну вот. Спасибо за внимание. Вот то, что смог добиться от простых магазинных брусков.